Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, участники проекта. Продолжаем нашу рубрику с новостями. Их очень много, они все крайне важные. И на самом деле повестка становится критической. Начать, наверное, стоит с эпохального разлада в китайско-американских отношениях. Собственно говоря, как я и прогнозировал себя в телеграм-канале, до визита Ван Йи и Ян Зечи в США, что переговоры ничем не окончились, более того, они окончились скандалом. Даже несмотря на то, что они проводились 18 марта и на бывшей российской территории, то есть и в день присоединения Крыма на российской земле, тем не менее, несмотря на такой сигнал для России и сигнал со стороны китайских элит, что они готовы занимать антироссийскую позицию, сигнал в отношении американских элит, переговоры не окончились ничем. Американцы вели себя грубо, они предъявили весь спектр требований к китайской стороне, в частности, решение гонконгского вопроса, корейского, тибетского, вопроса геноцида уйгуров в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. То есть, по большому счету, прижали китайскую сторону к стенке и поставили им ультиматум. И мы понимаем, на чем основывается этот ультиматум, потому что китайская экономика, как мы понимаем, она находится в предкризисном состоянии, и внутренний спрос не является двигателем сейчас, он буксует. И единственным двигателем китайской экономики является экспорт на западные рынки. В основном это США и Евросоюз. И США регулируют эту внешнюю торговлю. И требованием де-факто американской стороны к китайцам это свержение нынешнего режима. В лучшем случае в 2023 году, чтобы Си Цзиньпин не пошел на третий срок. В худшем случае прямо сейчас. И это очень жесткие требования, это ультиматум американской стороны. Китайской элите он обнажил сущность тех проамериканских частей китайской элиты, которые полностью зависят от американской политики. Конечно, в этой такой ситуации беспомощности китайской стороне не осталось ничего, как устроить демонстративный скандал, на публику защищать китайские интересы, а уже в интервью Жимин Жибао, в комментарии Жимин Жибао китайская делегация заявила о том, что никакая сила не сможет сменить строй в Китае. Китай будет придерживаться своей социалистической повестки и построения социализма с китайской спецификой. То есть, по сути дела, Китай заявил о том, что американская сторона вмешивалась, по сути дела, давила на суверенитет, на политический строй Китайской Народной Республики. И конечная цель – это просто смена режима. Это достаточно явно обнажило то, что китайско-американские отношения находятся в состоянии полного коллапса. И часть китайской элиты готова сдать свою страну, а часть готова к войне. Чтобы в условиях того, что есть полное понимание, что даже без войны все равно страна будет переживать тяжелые времена. А с войной хотя бы можно сохранить лицо и остаться суверенным государством. Что, кстати, очень важно для Китая, который испытывал на протяжении более чем 100 лет серьезное давление Запада и, по сути дела, был де-факто почти расчленен. То есть вопрос суверенитета для Коммунистической партии Китая является основным и одним из важнейших, стоящих прямо каждый день, каждый час на повестке дня вопросов. Срыв переговоров совпал с визитом Лаврова. Так говорят, что он совпал. На самом деле это было спланированное действие. Ряд наших экспертов, которые с трудом могут и понимают, что происходит во внешнем мире, отметили, что визит никак не связан с провалом переговоров, никак не связан с китайско-американской повесткой, чего быть не может в принципе. Об этом написали все западные СМИ, о том, что визит реально носит антиамериканский характер. И добавлю от себя, что визит министра иностранных дел носил исторический характер. Почему? Потому что в рамках этого визита, это на самом деле первый визит крупного
государственного деятеля в Китай за весь период пандемии, если не считать только посещение делегации Лаоса и Камбоджи. Так вот, этот визит носил исторический характер. В рамках этого визита стороны не только договорились о том, что договор о дружбе, добрососедстве и взаимопомощи будет продлен между Китаем и Россией, но и дополнен содержанием относительно вопросов безопасности и суверенитета. То есть то, о чем я в предыдущих своих роликах говорил относительно китайско-российского военного союза, оборонительного пакта. Вот об этом и шла речь в рамках этого визита. И его исторический характер, он подтвердился тем, что стороны подписали, не просто опубликовали какое-то коммюнике по итогам переговоров, а реально подписали договор, который называется «По некоторым вопросам глобального управления в современных условиях». То есть Россия и Китай сформировали большую двойку, которая является некой крепостью, как говорил Ван Yi, да, неким оплотом, устойчивым осью, в хорошем смысле, который будет поддерживать безопасность во всем мире. То есть нелепые разговоры о большой двойке между Соединенными Штатами и Китаем, они разбились в пух после скандала в Анкоридже. И вот теперь большая двойка – это Россия и Китай. И на самом деле, если даже мы смотрим ВВП двух стран, военный потенциал двух стран, выход двух стран ко всем океанам мира, отпадают все сомнения, что это вполне себе реальная конструкция. Не такая мощная, как Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия, но достаточно мощная, чтобы как минимум защитить себя и периферии своих интересов. Вот о чем шла речь в рамках этого визита, и его историческую роль даже не смогло смазать поведение министра иностранных дел, который пытался превратить этот визит в фарс, надев смешную маску и в том числе заявив о том, что достаточно странных желаний отказаться от доллара двум странам такого вопроса на повестке дня пока не стоит. Ну, а если мы обратимся к реальной повестке, то товарооборот России с Китаем в юанях и в рублях обеспечивается порядка на 10-12%. Остальное это доллар и евро. Ну и реально за последние годы, конечно, российский рубль в использовании товарооборота увеличился действительно на несколько процентных пунктов. Речь идет о 5-7% пункта. 5-7% занимает товарооборот в рублях, примерно столько же в юанях. Но важная тенденция, что реально товарооборот в евро очень сильно увеличился после сближения России и Китая, о чем можно судить о том, что формируется вовсе не большая двойка, а большая тройка вместе с Евросоюзом. Несмотря на то, что Евросоюз формально демонстрирует приверженность к коалиции с Соединенными Штатами. Но, тем не менее, министр иностранных дел посетил Китай и, скорее всего, подготовил почву для встречи двух первых лиц, которые состоятся либо в мае, если форум одного пояса, одного пути будет заявлен. Времени осталось очень мало, но, по идее, этот форум проходит раз в 2 года. Последний раз был в 2019 году. Возможно, Си Цзиньпин примет решение буквально уже на ходу провести этот форум в условиях пандемии. Возможно, он не будет проводиться. Либо тогда Си Цзиньпин посетит Петербургский международный экономический форум. И в рамках вот этих событий будет пролонгирован договор. И, возможно, в нем будут появиться новые статьи. Даже если они не появятся, возможно, что это будет секретная часть, не подлежащая разглашению. Тем не менее, стороны начнут более тесно взаимодействовать в вопросах безопасности. Ну, конечно, на фоне этого визита Лаврова еще более ярко сразу же последовали за ним заявления американского президента Джозефа Байдена, который в пресс-конференции практически не обратил внимания на Россию и многократно упоминал
Китай. Ну, в первую очередь, Джозеф Байден заявил о том, что во время его правления Китай не достигнет своей цели стать самой могущественной страной в мире. Ну, если мы понимаем, что Джозеф Байден правит 4 года, ну, если брать фантастический сценарий, по Конституции он может править 8 лет, то Джозеф Байден, по сути дела, сделал комплимент Китаю, обозначив сроки, когда Китай станет самой могущественной страной мира, превзойдя США. То есть к 2028 году, как, собственно говоря, очень многие аналитики и предрекают Китаю, просто арифметически высчитывая его рост ВВП, умножая примерно, который вычислится каждый год на 6%, плюс-минус. То есть Джозеф Байден, по сути дела, сделал большой комплимент китайцам, при этом сыграв на чувствах рядовых американцев. Вот здесь стоит отметить то, что несмотря на то, что демократы имеют очень тесные связи с проамериканским лобби, лояльным американцам силам в Китае, они вынуждены идти на поводу общественного мнения американского. А большинство американцев считают Китай врагом номер один. Речь идет от 50 до 70% американцев. И американский президент Джозеф Байден не может идти вопреки американским настроениям и вынужден вести антикитайскую риторику. Это наследство Трампа, которое он не может преодолеть. Это последствия пандемии, которые до сих пор все американцы считают виновным в этой пандемии китайцев. А пандемия унесла в США жизни больше, чем где бы то ни было. Более 500 000 человек. Второе очень значимое заявление, которое больше, чем все мои ролики, говорит о том, что Байден стремится к деконструкции режима Си Цзиньпина. И то, что Си Цзиньпин ведет политику, которую можно назвать антиамериканской, это последнее заявление Байдена о том, что Великобритания и Соединенные Штаты должны создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс, один путь». Это личный проект Си Цзиньпина в Евразии. И в этот проект должны войти демократические страны. То есть заявление достаточно странное. Во-первых, как ранее говорил, то, что «Один пояс, один путь» является завуалированной антиамериканской торгово-экономической стратегией Китая. И вот теперь мы видим эти подтверждения этим словам, что Байден заявляет, что нужно создавать некую альтернативу, противовес, но в то же время непонятно, что это будет за конструкция, потому что вот совсем недавно Китай подписал соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, ратифицировал его совсем недавно, и вроде бы это какая-то некая альтернатива одному поясу, одному пути, особенно в частности касающаяся торговых тарифов, таможенных тарифов. Действует некий Евросоюз, экономическое объединение, есть ряд других экономических объединений. Что имел в виду Байден, говоря о неком союзе демократических стран как альтернативе одному поясу пути, непонятно. Но, тем не менее, его вот антикитайская риторика против Си Цзиньпина, лично его инициатив, она очевидна. И, конечно, она ложится в общее противостояние демократической партии против суверенной группы военно-политического руководства Китая с опорой на комсомольскую группу. Здесь все один к одному стыкуется в книге, которая вышла совсем недавно, «Китайская власть». Подробно все написано, детально, состав этой группы и так далее. То есть, в принципе, все последующие новости, нынешние новости говорят в пользу изложенной концепции, изложенной мной в новой книге. Параллельно с этими достаточно жесткими заявлениями Байдена, антикитайскими, срывом переговоров, у интенсификации российско-китайских контактов, попытки действительно уже проработать детально некий союз, на фоне этого китайцы ведут очень активную антиамериканскую дипломатическую повестку в действия в
по целому ряду направлений. Одновременно из Пекина вылетели два министра, два члена правительства. Это министр обороны Вэй Фэнхэ и министр иностранных дел Ван Йи. Ван Йи полетел на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Арабские Эмираты, Оман и Бахрейн. Это целое огромное количество стран. И одновременно с этим министр обороны Китая полетел в Венгрию, Сербию, Грецию и Македонию. Тоже очень большое количество стран. И это были не просто контакты с министрами иностранных дел, это были контакты с президентами этих стран. То есть, по сути дела, эти визиты подменяли визиты Си Цзиньпина. И речь идет о сколачивании противовеса антикитайской группировки в этих странах. То есть Китай спешно в связи с некими тенденциями формирует пул союзников по предстоящим проблемам, которые еще не выявились до конца. Ну и в конце ролика уже это будет более-менее очевидно, о чем идет речь, зачем китайцы полетели в такое большое количество стран, причем одновременно. Очевидно, большие успехи в такой формировании такой коалиции. Визит в Турцию прошел достаточно успешно. Турция выходит из лагеря американских союзников. Вот ее коалиция с нынешней администрацией Байдена, очевидно, разрушена. Поддержку американцев вряд ли будет Турция получать. Здесь у китайцев в китайско-турецких отношениях очень большие перспективы. Турция входит в пул поддерживающих Китай и его политику стран. Хотя, конечно, сохраняет свои интересы и не является каким-то вассалом Китая, но, тем не менее, ориентация выборов между Вашингтоном и Пекином Турция сделала, это Пекин. Второй визит у Ван Йи не менее успешный. Он посетил Иран, и, как в одном из роликов я очень подробно рассказывал, наконец-то вот это соглашение 25-летнее о сотрудничестве Китая и Ирана было подписано, но здесь есть несколько нюансов. Первое. Содержание соглашения не освещается, не публикуется. Хотя Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, он сообщил, что есть политическое содержание, есть содержание стратегическое. То есть, скорее всего, речь также идет о непубличном договоре, используем такой термин, который позволит Китаю расширить свое влияние в Иране уже на военную сферу, телекоммуникационную, инфраструктурную и в том числе базирование китайского флота в Персидском заливе. То есть это уже военный союз. Насколько реально китайско-иранский вот этот договор будет и насколько быстро он будет выполнен, это очень большой вопрос. Потому что соседний Пакистан уже очень давно сотрудничает с Китаем по китайско-пакистанскому коридору экономическому, но очень много проблем, очень много нерешенных вопросов, многое остается на бумаге, инфраструктурные проекты де-факто не выполняются. В Иране то же самое, те же самые проблемы. И не в последнюю очередь, потому что в Иране также есть элита, ориентирующаяся на Демократическую партию США и на другие силы. Но, тем не менее, прокитайская элита, тесно связана с КСИРом, корпусом стражей Исламской революции, партия ястребов, партия воссоздания Персидской империи, она ориентируется на Китай. И, как я писал в своих статьях и вот записывал ролики, в принципе, готова поделиться частью своего суверенитета на то, чтобы остаться у власти, выдавить окончательно проамериканское лобби из Ирана и активизировать экспансию на Ближнем Востоке, опираясь на китайские ресурсы и на стабильное понимание того, что Китай будет покупать иранскую нефть, и она будет идти не в Европу, не в США, не перепродаваться через Россию, она будет идти напрямую в Китай. И самый важный момент ближневосточной повестки, о чем я писал очень много, и есть, в принципе, вот в новой книге статья «Китай от Кабула до Каира», сущность китайско-ближневосточных отношений со странами Ближнего Востока заключается в том, что Китай и Ближний Восток создали замкнутую систему торгово-экономических связей. То есть
большинство товаров Ближнего Востока, углеводороды и другие, направляются в Китай. И большинство товаров, которые используют страны Ближнего Востока, в том числе и в технике, в том числе и товары широкого потребления, это все китайское производство. То есть китайцам и арабам ничего не стоит, и не только арабам, а другим странам Ближнего Востока, переключиться полностью на использование юаня. Это никак не повредит их торгово-экономическим отношениям, развитием их экономик. То есть это уже замкнутая система, которая существовала постольку, поскольку Соединенные Штаты были гарантом безопасности ряда режимов на Ближнем Востоке и покупали нефть. Когда мы понимаем, что США не только не покупает, но и блокирует нефть Ирана, когда США, Демократическая партия, делает ставку на неуглеводородную энергетику, проводит климатические саммиты и так далее, очевидно, что и Риад, Саудовская Аравия, и все остальные страны региона переориентируются на покупателей нефти. Покупателей нефти у них всего по большому счету два. Это Китай и Индия. Можно еще добавить Японию и Южную Корею. Но те под давлением США будут переориентировать экономику на более зеленую энергетику. То есть очевидно, что вот в этих рамках, если администрация Байдена сохранится у власти 4-8 лет в том или ином виде, Китай за эти 8 лет сможет переварить и присоединить к себе Ближний Восток. Начнет он, естественно, с Ирана с помощью повестки. И, кстати говоря, Иранское соглашение не является единственным. Совсем по небольшим лагам по времени ранее было заключено соглашение с Ираком тоже на 25 лет о покупке нефти. То есть страны Ближнего Востока инкорпорируются полностью в китайскую структуру экономики. И, конечно, Иран здесь главный локомотив, рассчитывая через эту инкорпорацию получить мощного союзника, который, кстати говоря, имеет нормальные отношения с Российской Федерацией. Здесь гармонично складывается треугольник. И удовлетворить свои геополитические амбиции в отношении стран Ближнего Востока. То есть вот это большое достижение. И очевидно, что Китай достаточно силен в Ближнем Востоке стал и получит, скорее всего, военные базы в Персидском заливе в ближайшее время. Параллельно с этим состоялся визит министра обороны Китая Вэй Фэнхэ. Это человек, который не очень часто выезжает за пределы Китайской Народной Республики. Тем не менее, здесь он сыграл роль тоже как спецпредставителя Си Цзиньпина. Потому что в Венгрии он встречался с президентом, в Сербии он встречался с президентом. И в дальнейшем также будет встречаться с руководством страны, не только с профильными министрами иностранных дел или министрами обороны. Специфика визита Вэй Фэнхэ состоит в том, что Китай ведет прямые переговоры с членами НАТО. Венгрии, Греции и другими. То есть очевидно, что Китай берет на себя оборонную повестку в Восточной Европе, в подбрюшье с Польшей, Германией, непосредственно близости к Италии и так далее. То есть очевидно, что Китай пошел ва-банк, собирает антиамериканскую коалицию, пытается играть на европейском и ближневосточном фланге одновременно и на российском тоже. И очевидно, что весь этот объем геополитических телодвижений, он равен и даже больше, чем те же активности Соединенных Штатов. Китай и Соединенные Штаты окончательно поругались, рассорились. Идет окончательный развал китайско-американской системы, который должен закончиться военными действиями на периферии, прокси или гибридными конфликтами. И к одному из таких гибридных конфликтов стороны идут с очень большой скоростью. Для этого им нужно собрать дипломатическую и военную коалицию, которая бы поддерживала их во время будущего конфликта. Именно этим можно объяснить вот эти мощные масштабные турне двух министров. Одновременно с этим, это очень интересно, вот, кстати, нужно добавить очень важный штрих к визиту Вэй Фэнхэ, министра обороны Шаньдунца в Сербию, что он совпал с годовщиной бомбежки Югославии, началом войны против Югославии, и которое привело к уничтожению китайского посольства. В 1999 году, во время бомбардировки Белграда,
одна из бомб уничтожила здание китайского посольства в Белграде. Погибло 3 журналиста, корреспондента Синьхуа и корреспондента Жимин Жибао. Но тогда Китай был слаб. Китай только начинал расправлять крылья. И даже несмотря на то, что властью был Дзян Зимини, не комсомолец, представитель шанхайской группы, тем не менее, Соединенные Штаты, извинившись за уничтожение посольства в любой другой стране, это бы привело к вооруженному конфликту. Но вот Китай стерпел тогда и, соответственно, получил компенсацию. Китайское правительство $28 миллионов и $2,8 миллиона по иным статьям. А семьи погибших получили совокупно $4,5 миллиона. То есть, вот американцы откупились $35 миллионами за уничтожение посольства иностранного государства Китая в 1999 году. В этот раз Вэй Фэнхэ, в отличие от других министров обороны Китая, министров иностранных дел, нанес очень символичный, очень провокационный визит в годовщину начала войны. И не только просто нанес визит, но и посетил мемориал, который находится на месте уничтоженного посольства. И рядом же находится китайский культурный центр. И заявил, что китайский народ никогда не забудет эту историю. Китайская армия никогда не позволит повториться такой истории. Это значит, что в случае каких-то таких подобных провокаций уже будет открытый вооруженный конфликт. Вэй Фэнхэ об этом сказал открыто, послал сигнал в отношении американцев. И подчеркнул, что Китай готов защищать свой суверенитет и безопасность. Визит прошел на очень высокой ноте, как и в Венгрии. Предыдущий визит тоже член НАТО. И, конечно, здесь реакция России – это очень неприятное чувство, что китайцы ведут себя более мужественно, более жестко отвечают американцам, не имеют желания, подобно российскому МИДу, сгладить конфликт, а наоборот жестко отстаивают свои интересы, свои инвестиции и свой суверенитет. Ну, здесь, конечно, неприятное ощущение россиян, что мы привыкли считать, прежде всего, сербов своими союзниками. Здесь появляются далекие китайцы. Но в данном случае пенять надо только на себя в этом проблемном моменте. И я хочу обратиться к слушателям, зрителям и спросить, а какая-нибудь официальная российская делегация побывала в годовщину, нынешнюю годовщину бомбежек в Сербии? Может быть, представители Россотрудничества, я не все новости успеваю читать, организовали какое-то мероприятие в годовщину этих бомбежек. Какое-то отношение Россотрудничество же имеет к этой очень далекой уже сейчас истории. Если я что-то пропустил, и Россотрудничество или МИД организовали какие-то мероприятия, поделитесь в комментариях, расскажите, как Россия вспомнила годовщину бомбежек своих славянских братьев. Но, тем не менее, мы видим, что когда наше внешнее политические ведомства реагируют вяло, не стараются не конфликтовать с Западом, китайские министры обороны заявляют очень о себе жестко, заявляют о позиции Китая со всей прямотой, что в принципе не свойственно китайцам. Де-факто Вэй Фэнхэ сказал, что американцы получат войну, если попытаются вести какие-то провокации, а это вовсе не Псаки, не Мария Захарова и так далее. Это уполномоченное лицо с большим влиянием и властью. И это очень жесткое заявление. Но китайцы, несмотря на то, что они очень тесно связаны с Западом, интересами экономики, очень четко понимают смысл и приоритет власти над деньгами. И здесь очень кроется глубокое отличие подхода российской элиты и китайской к вопросу взаимоотношения с Западом. Когда Китай создавал свои взаимоотношения с Западом, он создавал взаимозависимость с Западом так, чтобы Запад был также зависим от Китая. И в дальнейшем с целью, чтобы эта взаимозависимость превратилась в зависимость Запада от Китая. И можно сказать, что в каком-то смысле Китай этой цели достиг.
А когда Россия строила отношения с Западом, она строила односторонние отношения зависимости от западных стран. И это привело вот к тому, что мы сейчас имеем. И вот если мы будем учиться у китайцев, а не отвергать их опыт и, скажем так, смеяться над ними, над какими-то проявлениями, которые остались с их долгой историей зависимой колониальной страны, а реально будем оценивать опыт китайцев в геополитической игре, достижения их достаточно высоки, и действительно есть чему у китайцев поучиться. Ну, а если продолжить, к чему вообще ведет все вот эти визиты, и, собственно говоря, зачем Ван И поехал в Ближний Восток, зачем китайцы форсируют оборонную часть российско-китайских взаимоотношений, зачем китайцы поехали в страны НАТО, визит министра обороны и так далее, то очевидно, что речь идет о том, что мир стоит на пороге очень крупного внешнеполитического кризиса китайско-американских отношений, которые можно по масштабам сравнить с Карибским. Речь идет о том, что все западные СМИ активно обсуждают возможность военной операции Китая против Тайваня. Ну и действительно, если мы посмотрим ситуацию в небе над Тайваньским проливом, она достаточно взрывоопасная. В воздухе после того, как взорвались два истребителя тайваньских ВВС, они врезались друг в друга. Перед этим в Китае, в соседнем берегу, упал гражданский вертолет, погибло 4 человека. Вот на фоне этого происходит визит Си Цзиньпина в провинцию Фуцзянь, которая является непосредственным форпостом для военной операции против Тайваня. Сам Си Цзиньпин там порядка 17 лет проработал. Длительный визит, несколько дней, не просто заехать, а несколько городов, включая Фучжоу, Ишань, другие места. На фоне всего этого идут целый ряд публикаций в западной прессе о том, что Китай готов использовать силу в освобождении Тайваня, и Соединенным Штатам нечего противопоставить этому военному вторжению. В Киодо официальное информационное агентство Японии публикует новость о том, что в рамках визита Ллойда Остина, министра обороны США, в Корею, в Японию обсуждалась практика совместных боевых действий поддержки Японии против Китая в случае вторжения на Тайвань. Это уже не шутки, это уже серьезные договоренности. Сутки назад тайваньская пресса публикует информацию о том, что достигнуто соглашение о взаимодействии между береговой охраной Тайваня и береговой охраной Китая, Соединенных Штатов. Береговая охрана Китая получает законное разрешение вести огонь по нарушителям государственной границы. Это было несколько месяцев назад. А на самом Тайване создается рабочая группа из высокопоставленных членов Демократической прогрессивной партии, которая сейчас находится у власти. Пока это еще не парламентская группа, это предпарламентская подготовка, рабочая группа о внесении изменений в Конституцию и признании за Тайванем статуса независимого государства и переименования в Тайваньскую республику. Этот шаг, который КНР может расценить расценит как акт сепаратизма и начнет боевые действия. То есть все это происходит буквально за вот эти предыдущие 2 недели. И очевидно, что вот эта вот война, кризис в Тайваньском проливе, он вполне сопоставим с Карибским кризисом. Это будет полномасштабная, по сути дела, либо гибридная война, либо гибридная блокада Тайваня, которая продлится очень долго. Скорее всего, речь идет о том, что остров будет просто, его снабжение вокруг острова будет заблокировано, и пока к власти там не придут прокитайские силы. Как долго это будет длиться, неизвестно. Часть тайваньского общества, элиты готова к сопротивлению,
часть элиты, особенно, кстати, это важно подчеркнуть, военная элита, я про это отдельный ролик снимал, предыдущий или несколько роликов назад, военная элита готова перейти на сторону Китая, в частности, военное руководство, которое близко к национальной партии Гоминьдан. И, в принципе, этот конфликт на повестке дня, ну, хотя уже о нем стало мне лично понятно уже в феврале 2020 года, стороны к нему активно готовятся. И это будет такая вот мировая прокси-гибридная война и достаточно крупный конфликт, который будет, в принципе, в гибридном или в косвенном образом затянет все пространство Евразии. То есть здесь не будет тех, кто не попадет в орбиту вот этого конфликта. Это будет достаточно глобальная операция. И на фоне вот такого обострения отношений зафиксировано буквально вот в пятницу 26 марта самая большая в истории попытка вторжения в тайваньское воздушное пространство. 4 бомбардировщика, 10 истребителей. Такого не было никогда с момента фиксации. То есть Китай регулярно практикует вторжение в воздушное пространство Тайваня. Это уже не первый раз. Мне кажется, это уже чуть ли не 4-й раз, когда большая эскадрилья заходит на территорию, на воздушное пространство Тайваня. И цель этого, скорее всего, не только оказать психологическое давление на Тайвань, а возможно в какой-то момент, когда это будет уже там 7-й, 8-й, 10-й заход, он просто закончится реально началом боевых действий, когда тайваньская сторона будет считать, что это просто учение, или это китайская сторона пытается в очередной раз напугать. Но для такой опасной для китайского руководства, очень, я бы сказал, комплексной проблемы, как возвращать Тайвань, как действовать в условиях санкций. Хотя, конечно, уже видно, что последующие новости об этом покажут, что Китай готов к санкционному давлению, выстроил очень сложную систему взаимоотношений, китайский МИД готов, китайская экономика готова к этому санкционному давлению. Но, тем не менее, это очень большой комплекс проблем. И стартом к этому комплексу проблем могут быть либо внутриполитические в Китае изменения, когда оппозицию придется достаточно быстро купировать. Я говорю о системной оппозиции в лице комсомольских руководителей Госсовета. Если это произойдет в Китае, возможно, автоматически и начнется тайваньская операция. Это также может быть связано с какими-то большими сложностями на внешних рынках, в том числе на американском рынке. То есть здесь очень много факторов, которые могут стимулировать эту операцию. Но то, что каждый день приближает такой сценарий, это очевидно. Это очевидно, и очень важно здесь смоделировать позицию Российской Федерации, насколько это можно, по отношению к этому конфликту. И насколько я понимаю, заявления российского МИДа, они далеко не являются образцом дипломатического искусства, особенно в достижении каких-либо целей нашего расширения, нашего присутствия на рынках Китайской Народной Республики, нашего влияния в Китае, скорее всего, носят либо декоративный, либо реактивный характер. Но об этом, наверное, нужно отдельно. Если хотите, чтобы я записал ролик о том, как сложится ситуация в России после начала тайваньского конфликта, пишите комментарии, ставьте на эти комментарии лайки. Я сделаю выводы и запишу такой ролик. Но, тем не менее, вернемся к Тайваню, который находится де-факто на грани начала военных действий с Китайской Народной Республикой. И здесь каким-то совершенно чудесным образом возникает ситуация с блокировкой Суэцкого канала судном, который контролируется тайваньской компанией Evergreen. И, правда, на этом судне находится китайский груз, который шел из шаньдунского порта Яньтай в Нидерланды, Роттердам. Что показывает эта ситуация? Конечно, весь Суэцкий канал не заблокирован, там есть вторая ветка, открытая в 2015 году, но, тем не менее, мы видим, что без особых боевых действий, без сомалийских пиратов, без бомбежек, без гибридной армии рыбаков,
глобальным контейнерным линиям, возможно, с использованием 10-20 таких судов, а их достаточно много, вообще заблокировать весь мировой трафик. И мировой трафик, кстати, нефти в том числе. И будет он заблокирован именно из России в Китай, хотя часть нефтяного трафика, она идет по ВСТО. Но я хочу сказать, что значительная часть российской нефти, которая идет в Китай, в том числе из черноморских портов, из Санкт-Петербурга, она все-таки добывается в европейской части России, точнее не в европейской части России, а не идет через ВСТО, она идет из Тюмени. И она идет морским транспортом, она идет через Суэцкий канал. И вот такой вот операции, ну, если бы это была бы операция, да, мы понимаем, что это просто судно, просто встало на миль. Такое же почти каждый день у нас случается, да. Так вот, если бы это была военная операция, то, в принципе, ничего сложного для тайваньских грузовых линий организовать такую блокаду в нескольких точках мира ничего не стоит. Но у этой операции есть и обратная медаль, что точно такую же блокаду можно устроить в Панамском канале, в Малакском проливе и так далее. То есть, в принципе, это показывает ту хрупкость мировой транспортной архитектуры. Конечно, она не полностью уничтожена, но я думаю, что транспортные перевозки несут существенные потери, и производители несут существенные потери, их товар не приносит им прибыли из-за того, что выгрузка товара задерживается. Вот эта вот хрупкость мировой морской инфраструктуры, легкость ее управления, особенно западными силами, она говорит о том, что один пояс, один путь, транспортная инфраструктура, она не лишена смысла, и она имеет с собой только одну цель. Вот в случае подобных действий, хотя сейчас они носят вообще такой декларативный характер, никто по-настоящему и не начал никакой морской трафик блокировать, просто вот один контейнеровоз случайно встал на мель. Но если будет полная блокада, то действительно только континентальные линии, континентальные поставки нефти, газа, товаров могут спасти Китай от коллапса экономики. Но если мы будем изучать результативность одного пояса, одного пути, то он до сих пор не стал той альтернативой морским перевозкам. Проекты железных дорог абсолютно буксуют в Узбекистане, Туркменистане, Киргизии, Таджикистане. В Иране отменен проект по электрификации железных дорог Тегеран-Мешхед. То, что касается тех закавказских транспортных путей, они абсолютно либо контролируются сейчас уже Турцией, либо они нестабильны. Единственной дорогой жизни для Китая становится Транссибирская железнодорожная магистраль. Но это абсолютно не тот трафик, это посчитанные проценты от объема, необходимого для восстановления всего торговли Китая с Евросоюзом, который сейчас ведется морским образом. То есть это абсолютно неудовлетворительный объем. При этом многие наблюдатели отметили, что такие объемы могут компенсироваться Северно-морским путем. Действительно далекая перспектива. Сейчас навигация там порядка полугода. Вряд ли этот Северно-морской путь в том смысле, в котором существует, может быть таким компенсирующим решением. Абсолютно нет. То есть одним маленьким судном с тайваньской контейнерной грузовой линии китайцам дали понять, ну и русским в том числе дали понять, что их положение очень шаткое. На самом деле для решения вот этих задач требуется, во-первых, ускорение строительства Западная Европа, Западный Китай, Европа, Западный Китай, автодорожного движения и создание железнодорожного независимого пути через Монголию. К сожалению, создание этой ветки заморожено в связи с новым, я бы сказал, таким близким к Западу правительством Монголии. Но я думаю, что Китай и Россия способны создать условия для строительства этой железнодорожной альтернативной ветки в короткие сроки. И, конечно, трасса Белкамур. То есть это наиболее
наиболее эффективная трасса, которая может вести грузы из западного Китая и соединять их железнодорожной сетью и с российскими портами, и черноморскими, и Санкт-Петербургом, и в том числе Северодвинском, Архангельском, Мурманском. То есть вот это реальные альтернативы, но по ним очень движение слабое. И Транссибирская магистраль тоже очень может в сложном положении оказаться, когда по причине ковида начнутся скапливаться поезда на погранпереходах. То есть, когда по решению китайской стороны, которую мы видим, а они могут это сделать, начнутся просто железнодорожный коллапс Транссибирской магистрали. Китай просто не сможет экспортировать и импортировать товары. И это реальность. И, кстати говоря, вот эти заторы угольные и лесные, которые возникли 12-18 марта, опять 18 марта, они показывают очень большую шаткость положения вот двух стран и демонстрируют, что у западного лобби в Китае очень большое влияние, и западное лобби в Китае способно вести себя жестко. И, в принципе, это было прогнозируемо. Никто не ожидал, что формирующиеся 30 лет проамериканские группы в Китае вот так вот быстро сдадут свои экономические интересы, потеряют все выгоды от сотрудничества, потеряют выгоды от импорта сельхозпродукции, рыбы, потеряют выгоды от импорта австралийского угля и так далее. Конечно, нет. То есть без боя никто сдаваться не собирается. Ситуация становится критической как в Китае, так и в Тайваньском проливе. То есть вот все вот эти визиты Ван Йи и Вэй Фэнхэ, они связаны, они не были запланированными, они все связаны с радикализацией положения международного сейчас, которое происходит на наших глазах. То есть мы сидим по большому счету на пороховой бочке, а искра может прийти откуда угодно. Частным, очень интересным явлением это являются взаимные санкции между Соединенными Штатами и Китаем, Канадой, Великобританией и Евросоюзом. Начать, наверное, стоит с очень интересных санкций Евросоюза. Санкциям подвергнуты несколько чиновников Синьцзяна, и достаточно крупная военная корпорация, производственно-строительный корпус, Синьцзянский производственно-строительный корпус. И, конечно, это такие серьезные первые санкции со времен Тяньаньмэнь. Тогда были санкции, которые касались экспорта вооружений, но тогда не было персональных санкций. Вот Евросоюз впервые такие санкции с 1989 года применил. Это говорит о том, что Си Цзиньпин проводит свой собственный курс, который похож на курс антиамериканский, который, соответственно, проводил Дэн Сяопин. И здесь ситуация внутренней политики, кстати говоря, идентичная. То есть, по большому счету, под локдаунами в ковид разыгрывалась ситуация Тяньаньмэнь-2. Недалекие эксперты не придали этому значения. На самом деле все так и есть. Об этом посвящены большие статьи о том, как Си Цзиньпин, по крайней мере, до сих пор не допустил развития такого протестного движения, хотя оно назревает в Китае снова в связи с ухудшением экономической ситуации. Но, тем не менее, санкции, которые ввел Евросоюз, они, при всем прочем, носят декларативный характер. То есть, самым главным маркером реально перевеса влияния Вашингтона в Евросоюз, то есть попыткой оторвать Евросоюз от Китая, будет отказ от подписания инвестиционного соглашения с Пекином. Но пока об этом только говорят, а возможно, что это инвестиционное соглашение будет подписано. И под этими декларативными санкциями, декоративными и декларативными, лежит основание экономика. Дело в том, что по итогам 2020 года Китай впервые превзошел по товарообороту Соединенные Штаты, той объем торговли, который есть между Китаем и Евросоюзом, он стал больше, чем между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Это говорит очень о многом, говорит о том, что реальное похищение Европы состоялось, и похитил ее Китай. То есть Китай де-факто является основным торговым партнером Евросоюза.
он замыкает эту торговлю на себя. Ситуация для Соединенных Штатов критическая. Потому что если сейчас Соединенные Штаты теряют Европу, они теряют ее уже не просто с одного фланга, не только с китайского, они теряют ее и с российского фланга. Что Россия де-факто показала, что экономические интересы, энергетические интересы Европы, они важнее, чем отношения Европы и США. И вот когда две эти силы действуют одновременно, скоординированно, пускай не все гладко внутри этих сил, но тем не менее они скоординированно действуют, они замыкают на себе интересы экономические Евросоюза и де-факто лишают США гегемонии на мировых рынках. То есть отрыв Европы от США, от торговли, от атлантического единства автоматически означает переход политического контроля над Европой в руки России и Китая. При том, что мы понимаем, что Европа это достаточно сложный, рыхлый организм, подорванный огромной волной миграции, подорванный долгим временем нахождения под контролем Соединенными Штатами. То есть собственные политические элиты Европы достаточно, скажем так, разрозненные. Они не представляют тех более-менее компактных, концентрированных элит, которые есть у Китая и у России. И очевидно, что речь идет о том, что в ближайшее время речь будет идти о жестком противостоянии между Китаем и Россией за Европу. И жесткое размежевание части лидеров Европы на проамериканский и китайско-российский или российско-китайский лагерь. То есть вот ситуация очень жесткая, и меры будут, и конфликты, и конфронтация новой большой двойки с Соединенными Штатами, она будет нарастать. И кризисные явления, внешней политики, внутренней политики, социальные кризисные явления тоже будут нарастать. То есть это очевидно. И частным таким фоном этих нарастания кризисных явлений являются санкции. Но вот если европейские санкции были декларативными в отношении Китая, ну и в принципе китайцы ввели достаточно быстро, это, кстати, отметили большинство наблюдателей, что долго китайцы не ждали, у них были уже подготовленные списки, китайская бюрократическая машина, о чем я многократно говорил, действует как часы, стремительно, жестко и делает все загодя. То есть китайцы очень большой вывод и опыт извлекли из российско-европейских и российско-американских обменов санкциями. Ответ был готов давно, машина сработала четко в течение часа. Китай ввел против Европы свои санкции, но понятно, что Европа тоже ввела, это были такие достаточно декларативные санкции, а вот интересный момент, который касается непосредственно британо-китайских отношений. Очень долго нам рассказывали, что Британия и Китай – это определенные какие-то союзники в каком-то смысле, есть британо-китайские отношения, но то, что мы видим сейчас, это то, что полностью разрушает эту концепцию. Да, в 2015 году Си Цзиньпин посетил Лондон, был на приеме у королевы, и власти Великобритании вообще заявили о чуть ли не золотом 20-летии британско-китайских связей. И китайцы пустили китайскую Huawei на территорию Великобритании. Даже начались какие-то контакты в атомной сфере. Заявлено было строительство железнодорожной линии скоростной Манчестер-Лондон. То есть это очень серьезные проекты. Но тем не менее, что мы видим сейчас? То есть Китай ввел достаточно масштабные персональные санкции, в том числе против руководителей Палаты общин. Кто-то, если мне не изменяет память, из Палаты лордов, исследовательские институты, журналисты и так далее. То есть трудно сказать, что есть некий сговор стран, которые вводят друг против друга санкции. И более того, очень сложно говорить о каком-то сговоре, если речь идет о просто нарушении британо-китайского договоренности по поводу Гонконга. То есть, действительно, Китай с 2020 года забирает себе под контроль Гонконг.
И говорить о том, что у стран есть какой-то тайный союз, что британская элита оказывает влияние на Китай, ну, можно было бы, наверное, до 2020 года, а для самых таких вот, ну, явных таких сумасшедших, может быть, и до 2021 года, но уже с введением взаимных санкций уже сложно говорить о том, что есть какие-то хотя бы проблески возможности восстановления отношений. Ну и, кстати говоря, очень подробно об этом написано в книге. И в телеграм-канале достаточно плотно об этом говорил много, что именно британо-китайские отношения, отношения в торговой сфере между Китаем и доминионами Великобритании, они очень сильно сократились в 2020 году. А сама книга, вот, может кому-то показаться странным, занудным, начинается с того, что рассказывает о создании независимого ядра экономики Китая, которое и нескольких китайских малых государств, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Макао, которые за последние 30 лет стали ориентироваться друг на друга во внешней торговле. То есть речь идет о том, что на территории Восточной Азии возник независимый автономный экономический механизм взаимодействия внутри циркуляции товарно-денежных потоков между китайскими государствами. И торговля между китайскими государствами и остальным миром, она стала сопоставима с торговлей и экономическими отношениями внутри китайских государств. Говоря очень простым языком, Китай стал самостоятельным игроком. В экономическом плане создается китайское пространство, китайговорящее, которое не нуждается во внешней поддержке. Вот это и есть основание для появления суверенной группы внутри Китая, которые отстаивают собственные интересы и делает ставку на экспансию китайских интересов в мире. И говорить о том, что Лондон контролирует что-то в Китае, возможно, да, что-то и контролирует, и кто-то на него ориентируется, имеет информационно-организационную поддержку. Но говорить о том, что Китай является объектом игры Лондона, это, я бы сказал, очень сильное преувеличение. Скорее наоборот. В скором времени Лондон станет объектом игры Китая, Индии и других государств, бывших колоний. Об этом говорит не английское население непосредственно самого Лондона. Такая ситуация складывается сейчас в китайско-британских отношениях. И, конечно, вот новая стратегия Лондона оборонная рассчитана на 30 лет, увеличение ядерного потенциала на 50%, чтобы сделать, хотел уже сказать, сделать Британию снова великой. На самом деле в Британии эта программа называется Global Britain, глобальная Британия, соответствует националистическим растущим настроениям британского населения, но де-факто не имеющая под собой больших оснований. Тем не менее, она абсолютно антикитайская. И, конечно, здесь Лондон пытается играть в ту же игру, которую играют американцы, потакая настроению непосредственно собственной элиты и населения. Но очевидно, что такая стратегия не кончится ничем, но может в негативном сценарии действительно привести к определенному Карибскому кризису 2.0, который поставит мир на грань применения ядерного оружия. Это не исключено сейчас, особенно когда разговоры о ядерном применении ядерного оружия, о росте ядерного арсенала, они на повестке дня. Ну, западные страны обвиняют Китай в расширении ядерного арсенала, хотя сами реально используют эти обвинения для увеличения ядерного потенциала, который, скорее всего, возможен к применению, если других средств к противостоянию не останется. То есть это уже на повестке дня. Интересно, что на фоне китайско-американских переговоров, их срыва в одном из центров торговли между Соединенными Штатами и Китаем, в провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу, в Южном Китае, произошли 3 такие достаточно громкие события. Первое – это то, что произошел взрыв смертника в одном из административных зданий на юге города, в районе Пханьюй. Соответственно, погибло 5 человек, ранило 5 человек. Это крайне редко случается в Гуанчжоу, в таком крупном городе. Смертники, самосожжения и так далее вообще часто бывает в Китае. То автобус сгорит, то еще что-нибудь. Речь идет о том, что смертник сам все поджигает. Здесь практически то же самое, но вот в Гуанчжоу, в таком крупном центре, таких инцидентов не было уже, наверное,
ну, если, как на мой взгляд, более 10 лет, может быть, более 20 лет. То есть это из ряда вон выходящий случай. Одновременно с этим в Гуанчжоу проходит крупная забастовка рабочих. Полиция арестовывает порядка нескольких десятков рабочих в том же районе Паньюй на одном из крупных ювелирных производств. Там центр, ювелирная промышленность находится там. И тоже в непосредственном близости к этим южным районам города проходят студенческие протесты в Гуанчжоуском университете научно-технических специальностей. Это бывший техникум, но тем не менее крупное учебное заведение. Вот тоже одновременно проходит вот в временном периоде 1 неделя, месяц. То есть тоже определенные сигналы, которые говорят о том, что ситуация социально-экономическая далеко не самая стабильная, и эти протесты, они из социальных могут перерасти в политические при определенном организационном, техническом, информационной поддержке западных игроков в том числе, что не исключено. Это то, что касается политического блока новостей. А вот другая часть новостей, которая касается любимой темы западных СМИ, российских тоже, цифровом концлагере, которого в Китае нет, но который может, в принципе, возникнуть, она касается того, что последние пару недель давление на цифровых гигантов со стороны регуляторов государственных, оно увеличилось. С поста ушел руководитель очень крупной торговой площадки, аналога сопоставимо по объемам торгов с Alibaba, это Pinduoduo, такая площадка. Человек ушел, директор ушел в собственный научно-технический фонд, заниматься будет наукой, оставил руководство этой крупной площадки, что в принципе странно. Продолжилось давление на Alibaba и на несколько других цифровых платформ в Китае. То есть речь идет о том, что государство проводит такую комплексную политику по сокращению влияния цифровых гигантов на социально-политическую обстановку в стране, что тоже должно быть сигналом для нас, что Китай предпринимает меры, готовится к неким радикальным сценариям. Параллельно с этим Центральный банк Китая, Народный банк Китая, о котором я тоже достаточно подробно написал в этой книге, в связи с цифровым юанем и в связи с тем, что он является очень крупным и политическим, в том числе, центром, имеет очень мощное политическое влияние. Так вот, и, к слову говоря, является самым вероятным оператором так называемого цифрового контроля, сделал шаг к усилению своего такого цифрового контроля и предложил создать совместное предприятие Народного банка Китая со всеми цифровыми платформами, которые существуют ныне в Китае. Речь идет о том, что будет создана некая единая база контроля за большими данными социальными, которая будет замкнута на Народный банк Китая. И вместе с этим совсем Народный банк Китая, который имеет в связи с тем, что вводится цифровой юань, доступ ко всем кошелькам и, по сути дела, самым важным персональным данным любого китайца, получит как раз максимальную базу для создания такого суперведомства, которое будет осуществлять цифровой контроль за всем населением Китая. Это, конечно, сильно повышает роль Центрального банка. В книге руководство Центрального банка очень детально описано. Один из руководителей – это человек, который больше 10 лет прожил в Соединенных Штатах. Иган принадлежит к комсомольской группе, а вот второй руководитель принадлежит к совсем другой группе, но не группе Си Цзиньпина. Все подробно описано в книге, но тем не менее вот это суперведомство на базе Народного банка Китая, оно действительно приобретает вот такие уже осязаемые черты реально такого цифрового ока Саурона, который будет контролировать все. И речь вовсе не идет о национализации Alibaba, потому что в вопросах национализации просто не существует законодательства в Китае. Есть законодательство в области приватизации, но не национализации, о чем много говорили таких профанов, которых очень много в сфере информации о Китае. Но, тем не менее, вот такое совместное предприятие, которое включит все данные всех цифровых платформ и Народного банка, будет создано в самое ближайшее время на базе Народного банка Китая.
Это касается новостей того, что творится в цифровых платформах Tencent, мессенджер WeChat, Alibaba и Pinduoduo. Важной экономической новостью является то, что в Китае рекордный показатель роста промышленной прибыли. Промышленных предприятий с капиталом более 20 миллионов юаней, то есть крупные промышленные предприятия. Их рост прибыли за январь-февраль составил 72%. Очень большая величина, колоссальная, просто космический рост. Но здесь есть несколько нюансов, почему такой рост произошел. Оптимисты в отношении Китая, которые считают, что Китай полностью независимо развивается вне мирового рынка, они считают, что Китай победил пандемию, но де-факто этот рост совпал с колоссальным ростом торговли Китая за эти 2 месяца. В частности, в Соединенные Штаты на 90% увеличили закупки китайских товаров. И, в принципе, помогает Китаю и премьеру Ли Кэцяну, комсомольцу, справиться хотя бы внешне статистически с кризисом. А второй момент – это то, что китайские рабочие многие остались из-за ковида, вот второй волны, которая была связана с ХБ, и которую головой кивали, что она происходит из России, в частности, из российской рыбы. Вот эти вот рабочие, несколько десятков миллионов человек, они оставались на производствах, и производства не останавливались, и производили все на экспорт. И вот эти два фактора, рост экспорта, поддержка страны США, Евросоюза, и, соответственно, то, что рабочие остались в своих местах, это сыграло очень значительную роль. Тем не менее, факт налицо, 72%, огромный рост, и задаемся вопросом, действительно ли это восстановление экономики. Очень сложно представить, что восстановление экономики, такой рост промышленных предприятий может сопровождаться сокращением потребления. А вот в предыдущем ролике новостном я указывал, что покупка автомобилей сократилась по сравнению с показателями 2019 года. Я говорю, что сейчас рост производства промышленной прибыли тоже сравнивается с 2019 годом, а не с 2020. Там рост еще больше. Так вот, рост потребления падает, то есть потребление падает автомобилей. При этом крупные промышленные предприятия производят все больше и больше. Какие выводы можно сделать? Выводы можно сделать всего 2. Это промышленное производство, которое полностью идет на экспорт. И это промышленное производство, которое полностью датируется государством. И речь идет о том, что возможен риск перепроизводства, дефляции промышленных цен. И, соответственно, это абсолютно негативные последствия для китайской экономики. Хотя внешне, опять же внешне, для внешних наблюдателей, которые не понимают экономических процессов, а судят только по внешним цифрам, конечно, это бурный рост. Это основание для того, чтобы верить в Китай, вкладывать, покупать его акции. Но мы должны понимать, что рынки американские, они покупают китайские товары не просто так. Речь идет о том, что в прошлом году пресса США вложила $6 триллионов в рост собственной экономики. В этом году вот мы видим, что был принят транш $2 триллиона, и уже спустя буквально короткое время, 1 месяц, 1,5 месяца, Байден выходит с предложением принять транш $3 триллиона. То есть эти деньги печатаются, и, естественно, это спонсирует китайскую экономику. Но хочу обратить ваше внимание на динамику этих траншей. Если за прошлый год, за целый год эти $6 триллионов были напечатаны в течение года, за этот год уже речь идет о том, что просто в течение квартала. То есть скорость увеличения в 4 раза заливки деньгами. И, конечно, уже многие очевидно говорят, что надувается пузырь, он надувается в Китае и так далее. Об этом я говорил в прошлом выпуске. То есть очевидно, что промышленный рост, он имеет под собой какие-то основания, но это основание вовсе не восстановление потребительского спроса в Китае, который, наоборот, не восстанавливается. Важная тема, которую обсуждали эти 2 недели, это, особенно это обсуждали на Украине, это по версии украинских политиков то, что делегация, китайских бизнесменов, прибывших в Крым с официальным визитом и публично давшие интервью российским СМИ, что это является якобы ответом на, фактически национализацию предприятия Motor Sich, который является ведущим предприятием в авиастроении, двигателестроении, авиадвигатели, вертолетный двигатель, самолетный двигатель и так далее, что вот якобы национализация Motor Sich
она привела к таким вот зловредным действиям Китая, негативным и шагам по признанию Крыма. Как в прошлый ролик я говорил, эти действия связаны только с подготовкой и могут быть связаны только с подготовкой к взаимному признанию Крыма и Тайваня. То есть вот это только такая величина. Но, к сожалению, украинские политики, они находятся заложниками, являются своей доктрины навредить максимально России, навредить максимально всем, кто вредит Украине. К сожалению или к счастью, китайцы являются апологетами совсем другой доктрины, а эта доктрина звучит как выгода при любых обстоятельствах, но вовсе не вред. То есть китайцы не стремятся кому-то навредить, они стремятся к максимальной выгоде. Если эта выгода обоюдная, это прекрасно, а если это выгода в сторону китайцев, это тоже неплохо. Но вредить кому-то китайцы специально не собираются. Ну и чтобы более детально разобрать кейс Motor Sich, надо вернуться и вообще изучить, кто этот кейс открывал. На самом деле все за всей экономической вот этой вот политикой экспансии Китая на Украину, ну, за большей ее частью стоит такой господин Ван Цзин, неизвестно откуда появившийся китайский олигарх. Ранее принадлежала телекоммуникационная компания в Китае, и когда пошло сближение Януковича с Китаем, попытка, значит, реализовать, ну, де-факто продать какие-то проекты в Украине китайцам, появилась эта фигура Ван Цзин. То есть он был связан с правительством Януковича, и, соответственно, именно ему принадлежат его. Он курировал проекты по глубоководному порту китайскому в Крыму, другим каким-то проектам крупным, сельхозпроекты. И в том числе он пытался, после того, как Крым был возвращен в Россию, попытался возобновить этот проект порта уже в Николаеве и в Одессе. Но там у него тоже не получилось. И в данном случае Ван Цзин тоже, который не является никакого имеет отношения к авиастроению, тоже выступил определенным куратором или посредником между Чунцинскими авиазаводом и непосредственно Motor Sich. Но тут важно подчеркнуть, что после того, как Россия вернула Крым, его проекты были заморожены. И непосредственно Россия и Китай, его правительство, китайское правительство не выдвинуло никаких требований в отношении России вернуть эти проекты или пересмотреть участие в этих проектах. И Ван Цзин действовал исключительно в интересах определенных экономических групп, которые вообще никак не связаны с Си Цзиньпином, с его военно-политическим руководством. Действовал совершенно от других интересов, ну, точно так же, как действуют определенные бизнесмены китайские в Беларуси. У меня есть отдельный ролик, кому интересно, можно посмотреть про то, какие группы продвигают свои интересы китайские в Беларуси. То есть действия по национализации Motor Sich, по включению Ван Цзина и Дутао и других граждан Китая и компаний Китая в санкционные списки Украины никак не связаны с визитом китайских предпринимателей, которые на самом деле из Москвы, в Крым. И никак не связаны с их экономической активностью. Это совершенно разные, никак не связанные между собой группы влияния и интересов. И ситуация с Motor Sich лишь частично интересует китайское государство, хотя, конечно, китайское государство заявило о том, что Украина должна защищать законные права инвесторов, но не могло заявить по-другому, потому что речь идет о $3 миллиардах. Но говорить о том, что Китай решил назло Украине, значит, назло маме отморозить уши, извините за такой вот фольклор, это говорит лишь о том, что украинцы находятся в собственной парадигме, в собственной политике, которая предполагает нанесение максимального вреда России, и они думают, что остальные страны действуют тоже так же. Китай действует сугубо в своих интересах, и визит в Крым, он связан с совершенно другими внешнеполитическими задачами Китая, более глобальными, и которые никак не связаны с достаточно такими странными решениями правительства Украины по национализации Motor Sich. Да, также активно обсуждается визит китайских бизнесменов в Крым.
Действительно, это китайские бизнесмены из Москвы. Ну, в принципе, я как человек, который несколько лет непосредственно регулирую деятельность таких региональных, соответственно, диаспор и работавших с ними, прекрасно понимаю, что любая серьезная деятельность китайского правительства, она предваряется вот такими прощупывающими шагами. То есть говорить о том, что это китайцы с московского рынка ширпотреба садовод, ну это просто не знать, что такое садовод, не знать, что такое Люблино и так далее. Да? То есть это действительно группа китайских бизнесменов крупных, которые вот эту вот черту по, скажем так, нейтральному отношению к КНР, к статусу Крыма, они ее пересекли сознательно, предварительно, конечно, проработав это решение с соответствующими ведомствами внешнеполитическими в Москве. И, собственно говоря, на этом основании совершили открытый официальный визит по приглашению правительства Республики Крым. Говорить о том, что их визит носил какой-то автономный характер, вот вдруг, значит, не знаем, куда вложиться, да, не знаем, где, что еще купить в России, а поедем мы в Крым, ну, он не мог бы просто так состояться. То есть говорить о том, что нивелировать это на то, что это была фейковая делегация, ну, это на самом деле глупость. Это была вполне себе делегация, вполне себе крупных бизнесменов. Ну, а то, что она была из Москвы, а как можно по-другому сейчас прилететь в Крым? Ну, только, наверное, из Москвы. В принципе, это логично. То есть, говорить о том, что это абсолютно не существует, ничтожный факт, и что власти Крыма раздули факт присутствия этой делегации, ну, неправильно. Потому что делегаций было очень много до этой делегации, но вот это первая, которая заявила открыто о том, что она готовит почву контактов между Крымом и Пекином. И это действительно нельзя списывать со счетов. На Украине абсолютно верно расценили этот шаг. Началась очень такая невротическая реакция в отношении возможности признания Крыма со стороны Китая, за которой автоматически последует признание целого ряда государств. Возможность такая существует, и вот на фоне этой возможности даже министр обороны Украины попытался встретиться со своим коллегой из Японии, чтобы ему предложить какое-то сотрудничество. Но это на самом деле, конечно, не на шутку испугало украинскую власть и имеет под собой основания.